Здравствуйте, это Vivo Telecom, и наконец-то до нас добрались живые станции Hytera BP515, и сегодня мы сделаем по ним полноценный обзор. Что это за станции? Это начальный уровень у Hytera, цифра аналоговые, в цифре они работать могут в протоколе DMR. На данный момент доступны станции только в UHF диапазон 400-470 МГц, но в принципе должны быть и в 136-174 МГц. То есть я надеялся, что возможно будут станции с заменой, например, Motorola DP1400, одна из самых популярных у нас станций, которые использовали профессионалы, ну там те же железнодорожники, например. Вот мы сейчас ищем активно замену, то есть не каких-то китайских желательно моделей найти, а именно надежные станции, которые могли бы работать круглосуточно, то есть из смены в смену, были бы к ним большое количество аксессуаров, например, там спикер-микрофоны, чехлы и все остальное. Но пока есть сложности. Вот это кандидат, ну вот как видите, в 400 МГц пока, поэтому сейчас мы все проверим. Единственное, сразу скажу, что станция неоднозначна уже сейчас, даже до проверки несколько нюансов у нее есть. Сейчас, в общем, поизмеряем и сравним на данный момент, какие у нее есть конкуренты. Посмотрим, станет ли она хитом данная станция. Ну, вообще модель перспективная. Начинаем, как обычно, с комплектации. Так, смотрим комплект поставки. Идет набор документации, вот такой кратенький. Сам приемопередатчик, естественно. Аккумуляторная батарея литий-ионного типа. У нас называется она BL1507, то есть она идет в стандартной поставке. Давайте я вам покажу крупно наклейку. 7,2 вольта у нее на клеммах, 1500 мАч выходная, ну, в смысле, емкость батареи. Дальше идет вот такая портативная антенна в 400 МГц, 9 сантиметров у нее длина. Есть еще антенна длинная, 14-сантиметровая, но обратите внимание, какой нюанс у этих станций. Это первый нюанс, который мне не особо нравится, это разъем мини-болт у них стоит, или как называет его Hytera, R разъем, и соответственно мы не сможем проверить выходную мощность станции, чувствительность, потому что переходника, я не знаю, он может существует у самого производителя, но в прайсбуке, по крайней мере, переходника вот на такой разъем нет. У Motorola, я напоминаю, тоже были болты, у них всегда какие-то решения были по подключению дополнительного оборудования к антенному разъему. У Hytera я такого, к сожалению, не вижу. Может быть, в будущем, конечно, появится, но на данный момент, то есть мы измерить данные параметры не сможем. В чем минус еще данного антенного разъема? Всего две антенны предполагается или предлагается Hytera в данный диапазон, и соответственно вот как они себя покажут. То есть есть одна длинная, есть одна вот такая укороченная. Сейчас мы характеристики ее снимем, но если окажется проблематичная, да, антенна это по каким-то частотам или КСВ будет высокая на всем диапазоне, то подобрать какую-то замену альтернативную вряд ли получится, потому что, видите, разъем вот такой странный. Зачем это Hytera сделано не совсем понятно, потому что, например, на серию 600 и на 700 серию, на их новые станции тоже, там идет разъем SMA стандартный. Здесь же вот они такое поставили. Далее идет клипса на пояс с металлическим креплением, такая вот широкая. Следующее идет темляк на руку, идет сетевой адаптер. Сетевой адаптер у нас рассчитан, так, прочитайте,
вы или нет. 12 вольт у него выход и до 1 ампера ток потребления. Далее идет стакан зарядного устройства CH10A07. Это зарядка тоже и к PD785, например, шла. Ну, то есть, вот в этом плане хорошо. То есть, сохранилось у зарядных устройств, их, ну, с многими моделями они совместимы, это плюс. Вход у нее вот такой вот цилиндрический, центральный контакт плюс. Соответственно, можно будет сюда подключить адаптер автомобильный. Так, ну и все, вот такой комплект. Я напоминаю, что есть еще модель чисто аналоговая AP515. Там идет аккумулятор большей емкости, но не идет вот эти два аксессуара. То есть заряжается станция только через Type-C порт, расположенный сбоку. Здесь же есть два варианта заряда, либо через зарядное устройство настольное, либо через порт Type-C. Но опять же, смотрите, в данном случае даже выгоднее заряжать через Type-C, потому что ток заряда здесь идет 1,87 ампера, то есть почти 2 ампера, когда у зарядки, у настольной, ток до 1 ампера, то есть в 2 раза примерно будет заряжаться через порт Type-C данная станция быстрее. Так, конструктив станции. Станция выполнена в классическом исполнении, то есть динамик находится у нас спереди, микрофонный разъем вот здесь находится, на правой стороне. Видно вам отверстие, наверное, да, вот он, микрофон. Далее декоративная вот такая вставочка. Теперь, ну давайте наверх тогда перейдем. Переключатель каналов у нас вот такой большой регулятор на 16 позиций. Каналов может быть запрограммировано до 256, но тогда нужно будет назначить кнопку на переключение зон, потому что этот переключатель только на 16 позиций. Так, далее отдельно есть кнопка включения посередине, включение питания я имею в виду, индикатор работы и антенный разъем мини-болт, ну и крепление на темляк. Так, сам аккумулятор крепится у нас, заводится в полозья и защелкивается. Питание, обратите внимание, автоматически не включается у данной станции, как у 605 я замечал проблему, да, что нужно было специально через программное обеспечение тогда отключать, чтобы при подключении аккумулятора питание автоматически не включалось. Так, теперь левая сторона. Кнопка передачи с такой оранжевой вставкой, регулятор громкости отдельно двумя кнопками и одна дополнительная кнопка. Еще одна проблема данной станции, что кнопка программируемая только одна. Соответственно, вы можете назначить только две функции. Одну функцию на короткое нажатие, а одну на длинное. Что, возможно, может быть мало. Придется тогда играться с копированием каналов. Например, если вам нужна мощность маленькую, малую и высокую, то можно запрограммировать два канала с одинаковыми частотами и разными мощностями, чтобы освободить функцию данной кнопки, например, там, на изменение уровня шумоподавителя, либо включение скрэмблера, либо индикации заряда батареи. Ну, то есть я вам скриншот программного обеспечения приведу, там функций достаточно много, а вот кнопочка всего одна. Так, теперь по поводу стороны правой. Давайте я сразу вам откручу. Аксессуарный разъем 9-контактный, крышка с резиновой вставкой для обеспечения защиты. Станция, кстати, обладает защитой IP54, то есть могли бы сюда, в общем-то, с крышкой поставить и обычный разъем, который был у TC508, например, аналоговых станций. Сейчас этого тоже я коснусь отдельно еще вот этого разъема. Далее внизу под вот такой крышкой, она тоже с резиночкой, располагается порт USB Type-C. И он позволяет
заряжать аккумулятор, но программатор и аудиоаксессуары подключаются к этому разъему, то есть он служит только для зарядки. Как я уже сказал, ток у него, в отличие от некоторых там китайских станций, вот Эбри мы недавно проверяли, было всего лишь 0,3 ампера. Здесь же полноценный порт для быстрой зарядки, фактически 2 ампера здесь ток подается, при этом батарея не греется, есть контроль заряда, при уже почти полной батарее ток снижается до 0,5 ампер, но в итоге все равно получается, что данную батарею на 1500 мАч станция заряжает примерно за 2 часа. То есть это отличный результат, зарядка быстрая действительно. Теперь по поводу аксессуарного разъема. Тоже я считаю это минусом. Знаете почему? Потому что аксессуаров достаточно мало еще выпускается с данным типом коннектора. Например, до сих пор я не вижу спикер микрофона. То есть одна только гарнитура EHN36 проводная с креплением на ухо. Спикер микрофона нет ни одного. Да и гарнитур хотелось бы тоже больше каких-то различных вариантов. Зачем они сделали столько разъемов, я тоже не понимаю. Вот, например, 600 и 700 серия. Разъем другой. Но этот разъем у 600 серии, по крайней мере, он совместим со старыми станциями PD605, и там аксессуаров, по крайней мере, было больше. А этот вообще, я понимаю так, что разъем новый, и к нему аксессуаров фактически нет. Возьмем еще одну станцию, да, PD785. У нее третий тип разъема, и он тоже, естественно, несовместим. То есть, если они хотели сохранить, допустим, толщину станции, да, поставьте такой же разъем сюда. Зачем вы новый какой-то придумали? Мало того, у TC508, например, у аналоговых станций, разъем вообще двухштырьковый. То есть, он совместим, например, с радиостанциями Motorola DP1400. Здесь влагозащита, раз всего IP54, могли бы сюда такой же разъем. И, соответственно, было бы огромное количество гарнитур, и от той же Motorola, и сама Hytera выпускала достаточно большое количество. Здесь же поставили этот разъем, и теперь даже спикер микрофона на данный момент не найти. Я надеюсь, они выпустят, конечно, в ближайшем будущем какой-то вариант, но вот на данный момент его нет. Так, теперь по конструкции, пожалуй, все. Еще, кстати, нюанс, да, крышка. То есть у PD785 она была закреплена жестко, и ее невозможно было потерять. У 605 она никак не держится, и у BP 515, 565, к сожалению, тоже. То есть вы ее с легкостью сможете потерять. Я забыл еще вам взвесить станции, да? Сейчас давайте проверим, сколько станция в сборе будет весить. Так, 515 станция с антенной и клипсой. 233 грамма. Но станция действительно легкая, и в руке она лежит отлично. То есть вот это вот углубление, вот это хорошо, палец ложится. Здесь можно было бы кнопку побольше утопить, но в принципе тоже нормально она встает. То есть к эргономике у меня претензий нет. То есть хорошо переключаются каналы. В общем-то, можно одной рукой управлять, и переключатель достаточно большой, то есть можно в перчатках его будет беспроблемно переключить. Можно было бы, конечно, регулятор, может быть, вынести наверх, чтобы сюда дополнительные кнопки поставить. Но решили так, в принципе, тоже это нормально. Так, 233 грамма, да, давайте я взвешу тогда 605 станцию, да, она потяжелее, это без клипса, клипса похожа на эту, давайте взвесим, 282 грамма весит 605 станция, то есть на 50 грамм она полегче, я имею в виду 515. 785 станция вообще весит 370 грамм, то есть намного тяжелее.
Ну, в общем, к эргономике претензий нет. Единственное, вот еще Type-C этот разъем, крышка, да, она немного, конечно, тоже хотелось бы ее поплотнее. То есть она, ну, хотя IP54 заявлено, я думаю, что здесь с дождем проблем не будет. Кстати, странность еще в прайсбуке указан IP67 как опция. Я не могу понять, надо будет спросить у Хайтеры, каким образом это делается. То есть, что заливается компаундом плата или каким образом можно обеспечить влагозащиту. Или есть несколько вариантов поставки данной станции, то есть стандартно IP54, можно еще выпустить IP67, то есть тоже вот этот вопрос пока непонятен. Так, управление. Давайте я антенну тогда поставлю. По поводу управления. Включается станция вот этой кнопкой. Тоже интересная особенность есть. Если я кратко нажму, питание не включится. Если я прижму, то тоже никаких звуков нет. Приходится держать ее до тех пор, пока голосовое оповещение не озвучит номер канала. Что тоже не совсем удобно. То есть около сколько? 3-4 секунд приходится держать. 2, 3, 2, ну, 1. Как видите, есть голосовая озвучка. Станция достаточно громкая, но вот Хайтера заявляла 3 ватта, да, динамик. Я сомневаюсь, честно сказать, потому что он тише, чем 605-я станция звучит. Но это мы проверим все, в принципе, замерим, громкость посмотрим. Так, теперь по поводу нижней кнопки. Можно функции различные, естественно, повесить. Мы повесили следующее. Это вот у нас отключение шумодава на аналоговых каналах. А по длительному нажатию мы переключаем мощность. Вот, то есть это высокая мощность, это низкая мощность. Голосового объявления на выбор мощности, к сожалению, нет. Так, ну и в принципе все по управлению. То есть все просто, все классически. То есть если вам нужно большее количество каналов, то тогда придется эту кнопку назначить на переключение зоны. На короткое или на длительное нажатие. Так, давайте смотреть потребление. Сейчас вот питание станции выключено, подается 7,4 вольта номинальное напряжение на клеммы. Обратите внимание, 220, ну, около 300 микроампер станция потребляет, то есть 0,3 миллиампера. В общем-то, это нормально, немного разряжать батарею она не будет. Так, включаю питание. Так, 81 миллиампер при включении. Смотрите, сейчас аналоговый канал стоит, и в программном обеспечении задан режим сохранения энергии аккумулятора. Он по умолчанию включен 1 к 2 режим. Смотрим тогда сейчас на аналоговом сначала канале. Давайте я статистику сброшу. Так, 37 миллиампер, когда приемник выключен, и 79 миллиампер максимально, когда проверяется активность на канале, то есть когда приемник включается. Сейчас я 60 сэмплов тогда выжду, и мы поймем напряжение, в смысле ток потребления в дежурном режиме на аналоговом канале. Так, смотрите, прошло 60 сэмплов. Средний ток потребления в дежурном режиме, в аналоговом режиме 50 миллиампер. 50 миллиампер. Напомню, что у 605 станции 84 миллиампера. То есть эта станция потребляет поменьше, но и емкость батареи у нее меньше, 1500. Так, теперь смотрим в цифровом режиме. Переключаем канал. Так, сейчас
тоже дождемся, пока включится режим сохранения энергии, и посмотрим, сколько она в цифре потребляет. Так, сбрасывая. Так, 38,86, когда приемник включается. То есть, да, в цифре она потребляет побольше. Сейчас также придется нам выждать 60 сэмплов, чтобы понять средний ток потребления в дежурном режиме. Так, прошло 60 сэмплов, 54 миллиампера. Ну, не намного больше, кстати. Так, теперь по приему будем смотреть, да, на максимальной громкости, сколько станция потребляет. На радиостанцию Хайдера BP515 на полной громкости 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, потребление на приеме 221 миллиампер. Так, ну давайте на цифру переключусь, посмотрим на цифре сколько. Снимаем в цифровом режиме на полной громкости 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, в цифре она побольше потребляет, 301 миллиампер. Так, ну и теперь смотрим на 3, 2, 1. передачу, сколько станция будет потреблять. Так, мощность у нас высокая, да? Проверю еще раз. Так, вот, мощность высокая. Смотрим потребление на передачу. Так, 1,354 тысячных, то есть 1354 миллиампера. Так, ну что, смотрим тогда, сколько станция будет работать в цикле 5590. 5% время передачи, 5% прием на полной громкости и 90% это режим ожидания. В этом режиме у нас получается в аналоговом, опять же, режиме 27,3 часа. В общем-то, это неплохо, потому что у 605 станции, несмотря на то, что у нее аккумулятор больше, она в этом режиме показала 21,9 часа, то есть тут даже побольше. Хорошо, что у АП-515 чисто аналоговая станция, которая аккумулятор больше, соответственно, по времени работы она будет лучше. Ну, то есть 50 миллиампер, в общем-то, нормально. И 54 миллиампера для цифрового режима тоже, это даже мало, можно сказать. Многие конкуренты в цифре потребляют побольше. Так, ну все, тогда переходим к измерению громкости динамика. Так, демонстрируем прием. Передавать будем с такой же станции, поэтому модуляцию тоже сразу оценивайте. То есть две одинаковые станции. Сначала в аналоговом режиме измеряем тогда и громкость динамика заодно. Фиксируем. Смотрим. Громкость полная. Еще раз. И станция к шумомеру направлена на середину динамика. Принимаем. Радиостанция Хайдера BP505, работа в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 124 децибела. Смотрите, еще какой нюанс. Вот этот Roger Bip, он, похоже, никак не отключается в данной станции. То есть программное обеспечение я посмотрел, нигде отключения нет. Вообще программное обеспечение интересное, конечно, необычно оно выглядит. Мы, наверное, отдельно даже ролик про него снимем. Сейчас, на данный момент, по ссылке в описании видео можете пройти фотообзор по данной станции. Там некоторые скриншоты программы есть. Так, теперь цифру, да, смотрим. 2,
Цифровой режим. Проверяем. Также фиксируем громкость. Телеком. Работаем в цифровом режиме на радиостанции Хайдера BP515 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вива Телеком. Передаем с радиостанции BP515 от Хайдера в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вива Телеком. Передаем с радиостанции Хайдера BP515 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрите, сняли мы график вот этой антенны с разъемом мини-болт. Ну и, в общем-то, значение получили неплохое на всем диапазоне. То есть весь диапазон у нас сейчас 400-470. С антенной можно работать во всем диапазоне. То есть она даже на начале, видите, где-то 2,5 имеет КСВ. Поэтому, ну, то есть, по крайней мере, передатчик она не сожгет у вас. Теперь минимальное где значение? Минимальное значение у нас на 400, ну, где-то вот здесь, да, 455, 125. 1,19 и 46,9 сопротивления. В общем, неплохо, но, конечно, хотелось бы уж на середину диапазона тогда получить минимальное значение. Но как есть, то есть 455. Надо будет заказать еще длинную антенну, тоже снять с нее график, потому что, ну, эту, видите, лучше использовать в верхних частотах. И она, естественно, никак не настраивается. То есть вот то, что есть, с таким мини-болтом больше вариантов, кроме родной хайтеровской, у нас нет. Так, давайте кратко тогда остановимся на конкурентах, которые существуют на данный момент, и они будут близки по цене. То есть это нормальные производители и, ну, начального уровня, грубо говоря, потому что эта станция также у Хайтеры позиционируется как начальная DMR станция, то есть серия 500. Начнем с 605 станции. Она все-таки к профи-линейке относится у Хайтеры. Покрупнее по габаритам, по функциональной, по потреблению. Смотрите, ситуация. Эта станция потребляет даже поменьше. То есть, несмотря на то, что аккумулятор у 605 больше, но 21,9 часа мы получили в цикле 5590, здесь 27 часов. Далее, кто еще у нас является конкурентом? Это Alinka D45 станция, и она же Kirisan DP405. В общем-то, тоже неплохой вариант. По потреблению она у нас 64 часа работает в цифре. Да, ну и в аналоге, в смысле, тоже, да, 64 часа, то есть работает она по дольше, потребление у нее в аналоге поменьше, даже, то есть 28 миллиампер она потребляет. Так, отвлекли. Еще один конкурент, радиостанция Calta DH500 по цене, то есть они примерно одинаковые. У нее есть шифрование у станции в цифровом режиме. У этой станции шифрование в цифре именно я не обнаружил. То есть есть аналоговый скрэмблер, один вариант на аналоговых каналах. В цифре здесь шифрования вообще никакого нет. То есть и вот у этой станции, у Calta DH500, на данный момент стоимость даже чуть дешевле. У нее влагозащита выше IP68 и у нее больше аккумулятор. При этом потребляет она 66 миллиампер в цикле, ну, в смысле и в цифре, и в аналоге. И в цикле 5590 у нее 35 часов время работы. То есть, ну, побольше, чем у Хайтеры.
Ну вот, то есть тоже конкурент такой достаточно серьезный. И разъем здесь антенны, кстати, стандартный. Тут тоже многоконтактный разъем аксессуарный, но, по крайней мере, выпускаются сейчас уже перечень побольше, и спикер, микрофон есть. Управление здесь классическое, то есть громкость и каналы переключаются ручками отдельными. Соответственно, две кнопки программируемые. Но пишите в комментариях, если хотите более подробное сравнение. Но опять же, смотрите, мы все станции, которые тестируем в лаборатории, мы все заносим в таблицу. Под видео будет ссылка на данную таблицу, где вы все эти станции можете найти и все параметры сравнить. Ну и также есть видео и по Калте, и по Алинке есть видео, поэтому тоже можете подробно посмотреть. Я не помню, правда, на Алинку, насколько подробный обзор у нас видео, но, по крайней мере, в таблице она есть и параметры там измерены. Так что можете посравнивать. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанции BP515 от Hytera. Да, как я и сказал в начале, станция неоднозначная, у нее есть большое количество недостатков и есть, в принципе, преимущества. То есть недостатки некоторые можно исправить в дальнейшем, поэтому будем надеяться, что Hytera это сделает. Первый недостаток – только одна программируемая кнопка. В принципе, я говорю, есть решение, конечно, накопировать каналы и сделать там различные варианты, то есть по мощности, по, допустим, скрэмблированию. Поэтому частично от этой проблемы можно уйти, но хотелось бы, конечно, в конструкции все-таки две кнопочки иметь, потому что выбор функций достаточно большой. Ну или здесь еще могли бы поставить, да, аварийную кнопку, которая могла бы переназначаться. Но в общем, как есть, кнопка одна только. Дальше нет шифрования в цифре, то есть никакого ключа, даже самого простейшего, как у, например, у Motorola DP1400, там 256 вариантов выбирается, но все равно хотя бы их и подобрать уже сложно будет, да, с какой-то обычной станции. Здесь же я вообще никакого шифрования не обнаружил, то есть только чистый DMR, то есть выбирается таймслот, выбирается color код, больше ничего. Но зато, ну ладно, это потом в плюсы, когда перейдем, там поговорим. Далее, мало аксессуаров, да, действительно, на данный момент перечень аксессуаров очень аскетичный, так скажем, всего лишь гарнитура, например, взять всего одна. Программатор, кстати, я вам не показал, вот такой вот он используется, то есть с USB разъемом, никаких проблем с чтением нет. По программе мы снимем, скорее всего, отдельный ролик, там все будет. Самое большое наше разочарование по поводу аксессуаров, что нет спикер-микрофона. То есть спикер-микрофоны частенько покупают к станциям, здесь же с таким разъемом не предусмотрела Hytera выпуск, поэтому будем ждать, когда она все-таки что-то произведет. Еще один недостаток – это антенный разъем. Да, вот выбора фактически нет, то есть в этом диапазоне только две антенны или два варианта антенны предлагается Hytera, и хорошо, что она более-менее еще по качеству нормально оказалась. Если бы она оказалась какой-то недостаточно эффективной или с большим КСВ на какой-то частоте, то вообще было бы опасно ее использовать. Но здесь она, по крайней мере, нигде выше 3 КСВ не поднимается, поэтому ладно. Потом мы возьмем длинную антенну, еще тоже проверим ее. Но все-таки хотелось бы иметь какой-то универсальный разъем и поподбирать антенны уже на свою рабочую частоту с большей эффективностью. Так, теперь по поводу преимуществ. Во-первых, это наличие Type-C разъема, причем с большим током заряда, то есть почти 2 ампера идет на заряд. Это, конечно, большой плюс. И ни у одного из конкурентов
этой функции нет. То есть по этому параметру Хайтера, конечно, однозначно выигрывает. Молодцы, что они идут с современными тенденциями в ногу и поставили Type-C разъем на станцию. Кстати, могли бы поставить и на 605-ю, 705-ю станцию тоже. Здесь порта также USB нет. Ну и еще плюс скрэмблер в аналоге, то есть для кого-то это важно, можно по крайней мере защитить свои хоть как-то переговоры в аналоговом режиме. По поводу потребления, в принципе, я говорю, более-менее средняя, 27 часов работы. По поводу громкости динамика, да, действительно, динамик громкий, 124 децибела, тоже плюс, можно, да, написать это в плюсы, громкий динамик. Мощность, чувствительность мы не смогли проверить из-за антенного разъема. Но в целом, в общем, поставим мы ей 4 балла. Никаких каких-то критичных у нее проблем не обнаружено. Со временем аксессуары, я надеюсь, появятся. Антенный переходник, может быть, тоже Хайтера будет какой-то предлагать, чтобы можно было провести измерения. Опять же, если в ремонтную мастерскую она попадет, каким образом проверить мощность, чувствительность? Никак. Поэтому, да, Хайтере надо задуматься о том, чтобы переходник все-таки какой-то продавался. Все, на этом тогда с данной станцией закончим. По программному обеспечению снимем отдельно. По конкурентам, если хотите сравнение подробное, тоже пишите в комментариях. Займемся. Никак мы не пробежимся по городу, не проверим ее в наших точках, ну, в эти станции, допустим, и вот эту станцию нужно было бы проверить, и вот эту станцию обязательно надо проверить, и калты какие-то, например, 600-ю модель, или вот эту 500-ю тоже нужно будет проверить. Это со временем сделаем. Сейчас надо сначала накопить, во-первых, ассортимент, то есть только станции пришли. Хотелось бы и АП-515 заодно проверить, но в ближайшее время, да, в планах у нас есть дальность тоже испытать в городских условиях. Кстати, еще один недостаток, что пока VHF диапазон у данной станции недоступен. Тоже, но это опять же со временем, я надеюсь, решится. Все, на этом тогда закончим. Это Viva Telecom. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайк, кому видео понравилось. Всего вам доброго. До свидания.